Подробный обзор комплекса Деренивская купель в прошлых выпусках. У нас сегодня ужин под живую музыку. Картопля, шкварки, брынза. Алиса сейчас загадает желание и отпустит шарик в небо, чтобы он налетел. Загадала? Давай. Вход стоит 500 гривен со взрослого, без лимит. И здесь очень много всяких процедур интересных, ванночки. Happy birthday, Алиса. Happy birthday to you. Я тебя люблю. Молочная ванна, она будет молочная. А здесь ей в номер принесли сюрприз. Это тарелка фруктов. И нам с Наташей бутылочку шампанского. Да. Это ресторан «Саламандра». И у нас сегодня будут закарпатские блюда. И хреновуха. Такая интересная подача банаша. Порция небольшая, но очень красиво. Загадала? С днем рождения! Ура! Доброе утро! Сегодня наш третий день отдыха в Деренивской купели. И мы идем в главный ресторан на завтрак через лес по лесной тропинке. Птицы поют. Не устаю показывать вам наш завтрак, потому что он очень-очень вкусный и разнообразный. Яичница, несколько видов, сосиски, колбасы, различные намазки, овощи, помидоры, огурцы, салаты, цезарь, творожок вот в таких пиалках. Это, наверное, сок, это вода с лимоном. Сегодня Алиса на завтрак выбрала манную кашу, сосиски, яичницу и огурчики. Банаш, еще какая-то каша, грибы, картопля жареная. Банаш с брынзой с утра есть. Куча овощей. Кролик в соусе каком-то. Очень вкусно все. Завтраки очень хорошие. Выбор большой всего. И мясо, и овощей. И сырники. И сырники, да. Да. Запеканки вкусные, десертов много. Да, я сейчас в спортивном лагере в Варшаве, это 70 километров отсюда, и иногда ее тренер присылает мне какие-то моменты, как она проводит время, как она тренируется, как она общается с девчонками. Интересный такой фонтанчик. Здесь был указатель на капличку Святой Александры. И вот мы туда идем. Идем к капличке к этой, и здесь так тихо, лес, никого нет, раннее утро. И вот мы с Наташей вспомнили, что Алиса у нас крещенная, как Александра, и капличка Святой Александры. Так, ну обычно можно оставить денежку, да, какую-то, и оставить свечечку. Свечи я не вижу, но денежку оставим. Но свечи обычно в таких местах оставляют свечи, и мы можем сами ставить. Да? Нехай будуть благословені наші діти. Да? Діти сладкі. Мы решили тоже оставить здесь, да, желуди. Там оставляют все резиночки, браслетики, у кого что есть. А у нас есть желуди. Здесь тоже кто-то оставлял листики, камушки, у кого что есть, да, резиночки. Клади свой желудь. Я учила. Мы второй день в Срібні термы пришли, и сегодня вторник, людей побольше. И погода сегодня жарче намного. Очень приятный термальный комплекс, народу немного, водичка чистая, бассейны просторные, в общем, красота. Делаем куклу-русалочку. 30 минут надо ждать. Ага, чуть-чуть вылилось, да? Мы с Алисой наконец-то сделали эту куклу. Покажи. Куколка готова. Да, у нее хвостик такой, она теперь может плавать вот в таком сосуде. Вот такой детский лягушатник, здесь не глубоко, Алисе по пояс. Приветик. Плавать. Класс. А эта кукла не тонет, смотрите. Супер. Во, я отпускаю.
Это еще у куклы был розовый цвет хвоста, я отпустила в холоду. В лед, да, и он стал фиолетовый. Комплексный ужин выглядит вот так. Алиса, руки надо помыть, да? Мы первые пришли сегодня, наверное, мы самые голодные. Много салатов, много горячего, вот рыба какая-то, овощи паровые, пюрешка есть. Пюрешку хочу. Если каждый день так кушать, можно в Одессу вернуться на килограмм 5-7, больше. И напитки: вода с лимоном, компот и, наверное, чай. Такой ужин, он начинается в 6 и до 8 вечера. И стоит это 600 гривен со взрослого и 300 с ребенка. И у них берем эти все справки. А я тут решила попробовать все после вчерашнего ресторана. Комплексный ужин вкуснее раз в 100, чем в ресторане «Саламандра». И вот счет за него. А Алиса у нас по пирожным, да, наминает. Альтанки в будний день. А здесь висит вот такая табличка. Только аренда, возможно. Мама, привет, у меня все хорошо, я наберу завтрак, раздадут телефон, я ем нормально. Что еще? Ну, Что ты сегодня делала на тренировке? Какая тебе тренировка понравилась? у нас первая тренировка была с обручами, мы делали риски с обручами, выброс с колеса и шана-кувырок. Ого. И что, получалось или пока что? Не, шана-кувырок получалось через раз, а и выброс обруча тоже, но словить нет. Я поняла. Ну ничего, еще поработаешь, и все получится. Пока. Пока я слушала сообщение от Таи, тут уже все. Алиса спит. До завтра. Так, хочу кратко рассказать о питании. На территории есть несколько вариантов питания. Начнем с выходных. Если вы приехали сюда в субботу или воскресенье, приезжает хутор Деренивка. Это мангалы, это шашлыки, это форель, блюда на мангале, овощи на мангале, сулугуни. Это, в принципе, очень вкусные, цены нормальные. Оставлю вот здесь. Также на территории есть ресторан «Саламандра». Мы пришли туда ужинать в день рождения Алисы. Нам абсолютно не понравилось. Цены выше среднего, они буквально заоблачные. Есть нечего, порции маленькие, и мне было невкусно. И больше мы туда не ходили. В общем, ресторан «Саламандра» нам не понравился. Как позже выяснилось, со многими людьми здесь общались, никому не нравится. Вот. Есть варианты комплексных обедов и ужинов. Это стоит 600 гривен с человека, с ребенка 300 гривен. Вы заказываете их за завтраком, приходите, ужин с 6 до 20:00. Это шведский стол, выбор просто огромен. Овощи, фрукты, десерты, рыбы несколько видов, мясо. В общем, на любой вкус, кто что любит. Очень много закарпатских страв, банаш, драники, белые грибы. Ну вот реально, если сравнивать с «Саламандрой», это невозможно даже сравнивать. Просто ресторан «Саламандра», который находится возле озера, он не идет ни в какое сравнение. И все последующие дни нашего отдыха мы ужинали именно так, заказывали комплексные ужины. И смело рекомендую всем, особенно семьям с детками. Сегодня узнаем, что есть рядом. Вот здесь, в Нижнем Солотвино, есть вот такие, как Алиса их назвала, дырочки. Это подвалы, погреба, где люди хранят издавна продукты разные, чтобы не портилось. Их много. Мы идем посмотреть. Так прям глубоко в скалу прорыто все. Двери крепкие, да? А здесь стоишь, и уже ощущается такой холод, прохлада. Там никого нет, Алиса, выходи. А что это там никого нет? Народ живет вот здесь, дома, улица. А вот эта вся правая сторона погреба. Вот дальше мы идем вдоль улицы, и у каждого по-разному. От Деренивской купели в километре есть вот такой вот магазинчик. Кстати, они на карте отмечены, как горники. Гирские подвалы, да, вот такие. Алиса идет и ноет, что она больше не может идти. А я говорю, я вечером не смогу идти на детскую площадку. Это тоже вот все погреба, эти винные подвалы. У каждого разные двери.
Есть прям очень старинные эти подвалы, заплетенные плющом. Мы вышли к озеру. Такая тишь и гладь. А там дальше беседки для отдыха. Алиса говорит, уточки там. Вдоль озера очень много вот таких беседок. Мангалы стоят рядом с ними. Можно пожарить шашлыки и отдохнуть просто на природе с семьей или компанией. Мы взяли с собой с завтрака перекус. Купаться в этом озере нельзя. Здесь как рыбное хозяйство, и местные жители ловят здесь рыбу. Сегодня мы идем сюда, на разведку. На данный момент работает вот такой внутренний бассейн. И там есть детская зона и есть кафешка. Уличный бассейн с горками пока не працює. Вот такая территория. Бассейн большой, плавательный с подогревом. Детская зона с горкой. Алиса в детской зоне, а мы идем плавать. Кратко расскажу о комплексе Thermal Star. 450 гривен вход со взрослого, дети до 7 лет бесплатно, полотенца не дают, нужно брать с собой. Мы не взяли, и теперь будем выходить и обсыхать. И, конечно, в этом плане Даренивская купель намного лучше, значительно. И условия, и все. И территория здесь так, по-простому. Поэтому пробудем мы здесь пару часов и будем возвращаться уже к нам. Плюсом является то, что вода теплая, подогревается в этом бассейне очень хорошо. И в большом, и в детском. Мы задержались здесь на несколько часов, потому что пошел сильный дождь, и мы его пережидали. Мы уже вернулись в Дереневскую купель и зашли в магазин. Здесь вот разные наливки местного производства, и также можно их продегустировать. Здесь можно на территории скушать мороженого, выпить кофе, а еще тут вот такие фисташки продаются. До ужина еще 1,5 часа, и мы гуляем, нагуливаем аппетит. Мы пришли кормить к пруду самов. Мы еще не начали им бросать, а они уже сбежали все, всплыли сюда. Смотри, как он рот открывает, Алиса. Смотри, как их много. Моя тень. А тут что делается? А ну какой ты большой. А ну давай. За палец сейчас цапнет. Не бросай много, бросай по одной. Ты что не кушаешь? Как не кушать? Смотри, какой у него рот красивый, большой. Ты вот сюда бросай, чтобы они подплывали сюда. Оп. Здесь движение. Ага. Жизнь кипит. Какие красивые. Смотри, сколько под тобой этого корма. Так классно вообще. А вон там, на другой стороне, бювет минеральных вод. Он такой большой. Что за него все съедают. О! Съел. Почему такой язык, если не может даже повернуться? И вот еще большой второй плывет. А это форель красивая. Вот смотри, такая между самами в точечку плавает. Видела? Да. Если приплыл самый большой сом только Где что. он? Вот он пошел. Держи. Мы пришли ужинать в главный ресторан на комплексный ужин. И вот что хочу сказать. Ужин каждый день разный. И каждый день он просто потрясающе вкусный. Такое разнообразие блюд. Ужин Алисы. Картошка, овощи, рыба. Пироженки. Пироженки потом.
Территория Дереневской купели настолько огромна, что каждый день мы умудрились нахаживать здесь по 10 тысяч шагов минимум. Всем доброе утро, мы идем на завтрак вдоль леса. Птички поют, а там еще есть, сейчас покажу, вот такая лесная тропа, можно идти вдоль деревьев и также выйти к корпусу, в котором ресторан. У Наташи сегодня день рождения, и они с Алисой у бассейна, а я зашла в номер на минутку, кое-что мы забыли. Захожу, я вам сейчас покажу, что здесь. А здесь просто вот такая нереальная красота. Куда же это ставить? Надо найти какую-то вазу, сейчас придумать. Кафе «Саламандра» в Срібних термах. Ну что, мы тебя поздравляем с днем рождения. Будь счастлива, здорова, любима. Пусть все твои мечты сбываются. А что ты хочешь пожелать, крестная? Ну давай. Обещанный поцелуй. Днем рождения. А обещанный поцелуй? Ну, давай. О, ну все. Да, поздравление состоялось. Алиса, будешь с нами? Давай. Давай. С днем Вместе, рождения. да. А он можно мне попробовать? Он острый. Ты не будешь его, да. Эти дни просто пролетели, и мы возвращаемся домой в Одессу. Наташу встречает коллектив ее. Класс! Ой, спасибо! Спасибо! Стеснялась, да. А нас встретил наш папуля. Там два пакета. Один Алисе. Алиса, выбирайся. Тая вернулась. Привет. Привет. Встретили Таю с лагеря.